Всем привет, это опять я. Вы видите за моей спиной море, у меня в руках ведерко, значит пришла пора пособирать что-нибудь. В этот раз это будет морская капуста. Поехали. Стоит сразу отметить, что я подразумеваю под словом морская капуста. Под морской капустой я просто подразумеваю слово водоросли, то есть довольно широкое понятие. Если говорить конкретно про те водоросли, которые будем собирать сегодня, то эта водоросль называется ульва. Более длинное название ульва продырявленная. Ну, такое не очень красивое название, на мой взгляд, но отверстий в ней действительно много. Вот, видите, вот, везде какие-то отверстия, где-то маленькие, где-то большие. Да и сама она довольно тонкая, поэтому порвать ее пальцем, просто вот расковырять не составляет никакого труда. Вот так вот, оп. Она растет тоже, прикрепляясь к камням. Вот это вот сорвало с камней, отнесло на песок. Методика сбора простая. Найти ульву там, где она лежит, промыть и положить в ведерко. Вот так вот взяли, как следует промыли, ну, потому что если она лежала на песке, на иле, на ней этого песка и ила скопилось достаточно. Промыли и в ведерко. А вот эта ульва молодец, она сразу лежит в воде. И в воде, честно говоря, собирать ее лучше всего, потому что на ней будет меньше грязи. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тут помимо ульвы есть еще ламинария и вот это вот так называемая застера. Но сегодня не их день, застеру вообще не едят, а ламинарию как-нибудь потом наберу. Так, 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 так. Тут еще вот море видно, остались льдины. Опа! А уже тверденько. Несмотря на то, что сегодня 23 марта, сегодня температура плюс 8. Поэтому вот спокойно хожу с голыми руками. Вот потихонечку эту ульву собираю. Минус ее в том, что я почти никогда не вижу... О, как орел орет, надрывается. Я почти никогда не вижу ее каких-то крупных скоплений, чтобы ее прям было много, чтобы можно было вот как ламинария. Она растет так, что можно вот, не сходя с места, сразу набить несколько ведер. Просто вот стоишь и собираешь. А за ульвой приходится походить. Она родимая. Так, лишнее убрать, промыть и в ведро. Красиво тут. Жара, полный штиль и льдинки кругом. И с льдинок такая капель мощная. Тают льдинки активно и периодически с грохотом куски отламываются, падают в воду. Весна уже на все 100 пошла. Ну, какая внушительная льдинка по толщине. Ну, больше метра в толщину была. Видите, слоями лед намерзал. Так вот и тает. Какой-то слой плотнее, какой-то слой слабее. Вот какой прекрасный пучок. О, к камню присосался. Вот он вместе с камнем. Вот так вот. Она прилепляется к камням и на них, собственно, и растет. Так, с камушка срываем все. Ищем воду почище. Промываем
от ила. Так. Ну и вперед искать что-нибудь еще. Тут еще такая вот своя специфика. То есть, если вот вы видите, здесь валяется много ламинарии, но ламинария оторванная. То есть, ее сюда принесло морем. Ламинария в основном растет на каменистом грунте, а вот как раз ульва зачастую не брезгует и песчаным грунтом, где вот находит среди песка, среди ила какой-нибудь камешек, за который можно зацепиться. Ну и, собственно, за него цепляется и чувствует себя вполне комфортно. Какой знатный качанчик. Вы уж извините, раз это морская капуста, то я, конечно, и называю их качанчиками. Качаны. Такой вот морской огородец с морской капустой. А тоже растет, надо отдирать. А, слава богу, отрывается быстро. Крепится очень ненадежно. Поэтому ее вот тут любой шторм с легкостью срывает. Очень большой плюс ульвы в том, что она очень быстро плодится. Вот, грубо говоря, на одном месте ее пособирал, а через месяца 2 пришел, снова ее полным-полно. То есть очень быстро занимает территории, моментально воспроизводится. Ну и еще такой, ну, то ли плюс, то ли минус. Народ ее почти не собирает никто. Я, кстати, вот этим видео могу кого-нибудь сподвигнуть ее собрать. Таким образом, я себе сам порождаю конкурентов, потому что, ну, до этого я ее всегда собирал довольно спокойно. Ну, бокоплавчики на ней сидят, как домик у них. До этого я ее всегда собирал довольно спокойно, без конкуренции. Ну, в принципе, мне не жалко. Так вот, оторвать корешок. Снова лопушки кругом. Со стороны может показаться, что набрано полное ведро, но на самом деле она, во-первых, невесомая, а во-вторых, уминается просто на раз. То есть вот только что было почти полное ведро, сейчас вот уже умял к половине, а вот сейчас умял уже до 1/3. Вот хороший склад ульвы, прям отличный склад. Она тут уже ни к чему не крепится. Видимо, ее где-то волны сорвали и просто сюда набили в кучу. Можно просто, не отрывая, ее собирать. С ульвой не часто такое получается. Обычно за ней приходится походить. Поэтому я вот сейчас очень рад, что напал на вот такую точку, где она просто лежит. И просто вот лопухи складированы. О, как сразу принес. Мне кажется, что я уже набрал достаточно капусты. Несмотря на то, что вот ее здесь, ну, кстати, уже не особо-то и умнешь. Ее здесь можно уминать, но не стоит этого делать, потому что мощности сушильные, они конечные. То есть их не бесконечное количество, и они не смогут переработать сразу большое количество капусты. Поэтому я вот с чистой совестью сейчас набью это ведерко с горкой, но не уминая. И уже пойду домой. Ну какова красота-то? Красота-то какая, а? Супер, супер. Ну и, как думаю, уже понятно, мы у меня дома. Это мой балкон. И вот здесь на балконе я расстелил полотенца. И на этих полотенцах, вот я здесь собираю мусор, и на этих полотенцах разложил везде капусту. Минус только в том, что ее очень много. Она лежит кучей навалена, поэтому сохнуть будет долго. Я вот, планирую денька 2, наверное, ей понадобится на это дело. А вот здесь я, так сказать, сделал экспресс-вариант. Это
капуста, которую я просто максимально расправил. Вот максимально расправленная капуста на солнце засыхает часов за 5-6. Вот завтра утром эта капуста уже будет сухая и пригодная для еды. Вот здесь тоже подносик, здесь тоже капусту постарался расправить. Вот она, конечно, не так хорошо расправлена, как на доске, но по идее завтра утром тоже должна быть уже вполне пригодна. И вот эту красоту, разумеется, периодически подхожу и вот так вот ворошу. Ворошу. Утром распахну шторы. Солнце ее досушит быстро. Сейчас просто темно на улице. Смысла даже нет шторы открывать. Ну вот можно видеть, что с капустой стало почти за сутки сушки. Полностью засохла. Прямо сейчас такая очень в руках невесомая, хрустящая. А дальше с ней нужно сделать вот следующее. Ну, отдельно отмечу, что ее уже можно есть. Вот сейчас вот. Просто взял, откусил, сколько смог. И сейчас жую. Она во рту моментально размякает и становится мягкой. Она соленая, чуть-чуть горчит, ну такая пикантная горечь. Берем капусту и вот так вот ее разминаем руками. Разминаем руками в мелкий винегрет. Можно еще мельче, конечно, но сейчас уже я для наглядности. У нас на носу обед. Вот у меня курочка и рис. И вот так вот берете капусту и посыпаете горячий рис капустой. То есть это не сколько самостоятельное блюдо, это приправа. Вот так вот должно все это выглядеть. Приятного аппетита! Всем пока-пока, до свидания. И маленький постскриптум. Вот так вот потом в контейнерок пересыпаете эту капусту и вот так вот ее и храните. Сверху герметичная крышка, то есть никакого холодильника не нужно, храните просто в шкафу на полке. Чуть что, вот так вот взяли. Можно просто вот так вот есть. А можно посыпать еду, как приправа.